Друзья, всем привет! Сегодня для вас приготовил очень вкусный мандариново-творожный десерт. Готовится он очень легко, а самое главное быстро, из продуктов, которые у вас обязательно есть в холодильнике или на вашем столе. А самое главное, он праздничный, новогодний, запах мандарин, это всегда, ну, по крайней мере, у меня ассоциация с Новым годом. Я думаю, и у вас также. Если что, пишите в комментариях, это все обсудим. Возьмем 6 мандарин, включим сотейник небольшой, возьмем 30 грамм сливочного масла, возьмем наши мандаринки, по одной вот так дольками отправляем в наш сотейник. Обжариваем на медленном огне. Когда немного обжарили, добавляем буквально 1 столовую ложку сахара. Как только сахар растопился, сразу снимаем с огня. Нам понадобится 25 грамм желатина. Заливаем его водой. Горячей воды 100 грамм. Размешаем и уберем в стороночку. Теперь добавим творог 700 грамм. Я использую нежирный творог. Добавим 400 грамм сметаны. В описании к этому видео я обязательно оставлю, как всегда, в принципе, оставляю количество ингредиентов, которые нам понадобятся. И сахара я укажу 200 грамм, и от этих 200, мы, помните, первую ложку добавили в мандарины. Поэтому всю оставшуюся часть добавляем в творог. Нам понадобится 1 грамм ванили или 5 грамм ванильного сахара. Я использую экстракт. Экстракт, он максимально насыщенный, поэтому добавляем его буквально 2 капли. С помощью блендера погружного перебиваем нашу массу. Слегка остывший желатин, который у нас замочен в воде, добавляем к нашей творожной массе и перебиваем еще до однородной консистенции. Друзья, обещаю, этот рецепт вам очень понравится. Сейчас мы берем вот такую классную формочку. У нас готовы 2 основы. Обжаренные мандарины. Просто классная штука. И готовая сырная масса. Теперь это все смешаем красивенько и посмотрите, что получится. Можете заморочиться, выставить сначала массу, потом мандаринки. А есть более интересный вариант, и в хаотичном формате оно тоже будет классно. Берем все мандарины вместе с сливочным маслом, добавляем в сырную массу, которую мы заранее приготовили. Перемешиваем аккуратненько. Все мешайте от края в середину. Вот такими поступательными движениями. Берем форму и форму аккуратненько заливаем. Вытрем наши грехи, то, что лишнее посыпалось. Очень важный момент — убрать воздух. Вот такими движениями берем, поднимаем на небольшую высоту и выбиваем. Тем самым выйдет лишний воздух, и у нас будет цельная, плотная масса. Ну что, поставим теперь в холодильник, пускай отдыхает. Спустя 4 часа готов наш творожный тортик с мандаринками. На самом деле лучше его отстоять. Вот вечером приготовили, утром уже он будет готов. Вот такой вот прекрасный творожный десерт может быть утром вам как раз по душе с чаем или кофе. Ну что ж, давайте ее распаковывать и украшать. Используйте силиконовую форму, либо форму раздвижную. Так намного удобней. Я ее немножко подрезаю, для того, чтобы оторвать от краев. Серединку тоже. И вот таким вот образом ставим тарелочку. Берем за края и аккуратненько переворачиваем. Украшаем вот просто по-домашнему. Можно было, конечно, заморочиться, украсить красивенько, мятка, голубика, там, ежевика, все что угодно. Но мы используем по-домашнему то, что у нас есть под рукой, из того, что мы готовили. Обязательно разрежем, для того, чтобы вы увидели, каково это внутри.
Ну что, теперь пробуем. Райское наслаждение. Самое главное не съесть весь торт, потому что он настолько нежный, сливочный, с приятным привкусом цитрусов и в балансе сливочность, сладость и кислота просто великолепно. Самое главное в этом десерте не переборщить с желатином. Не ставьте больше и внимательно читайте пачку, потому что можно переборщить, и оно будет не нежное, а просто забитый желатином просто десерт. Поэтому будьте внимательны, читайте обязательно на пачках желатина, что там пишется. Я же показал на быстро растворимом желатине, потому что есть еще листовой. Ладно, бегу доедать весь торт, потому что он очень вкусный, чай у меня приготовлен. А на этой прекрасной и сочной десертной ноте я с вами прощаюсь. Будьте счастливы, здоровы, помните, вы лучшие. И хочу вам пожелать добра. Спасибо вам за просмотр. Спасибо, что оставались до конца. Вам хорошего настроения. Я вас всех обожаю. Всем пока.